Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у меня будет обзор фурнитуры и бусин с сайта AliExpress. Фурнитура у меня вся сегодня из нержавеющей стали. Это один магазин, и каждый товар упакован в отдельном пакетике. И давайте посмотрим. Вот такая цепочка была накручена на вот таком трафарете. Цепочка очень красивая. Интересное плетение. Посмотрите, какое плетение. Как будто две цепочки между собой соединены. Очень нежная цепь. В некоторых местах она была согнута вот в таком положении. И где-то остались заломы. Вот это мне не очень нравится. Вот видно вам, да? Но я не буду ее использовать, конечно, полностью в украшении. Буду отрезками брать, какой мне нужен. И здесь вот такое окончание на цепочке. Видно, да? Два звена. И как я попробовала соединить, чтобы потом поставить застежку. Я поставила вот два колечка в звенья. И потом соединила еще одним. Здесь уже можно и карабинчик, и застежку подсоединить. Я думаю, неплохо смотрится и выглядит такое соединение, да? Очень даже. Колечки у меня тоже из нержавеющей стали, из этого же магазина. И хорошо подходит по цвету. И вот так она выглядит. Она вот хорошо лежит вот так полукругом на шее. Но в некоторых положениях ее нельзя сгибать. Она может поломаться, так как вот плетение не дает ровного сгибания. И видно, да? Вот здесь вот у меня она была накручена вот так. И где-то уже есть заломы в некоторых местах. Поэтому хранить ее надо аккуратненько. Ну, я буду использовать ее не полностью, а фрагментами. Половина украшения будет из бусин, а половина будет из цепочки. Я так планировала делать. 5 миллиметров толщина цепочки. И метр идет в комплекте. И была, по-моему, под серебро. Сама цепочка интересная, необычная. Так, следующая. Давайте посмотрим. Это проставочные бусинки. 100 штук идет в пакетике, тяжеленькие. Сейчас раскрою. Вот такие бусинки. 4 миллиметра бусинка. И напоминает мне, знаете, что на часах сбоку циферблата есть завод, где мы заводим часы. Вот напоминает мне такую деталь. Интересно, я думаю, будут смотреться между бусин. У них вот такой рифленый рисунок. Интересный, да? Неплохо смотрятся. И мне этот цвет всегда хочется сочетать с античным золотом. Такой цвет у нержавейки. Красивый цвет, конечно, необычный. Ну, вот такой цвет имеет именно нержавеющая сталь. Хватит на несколько украшений, хватит. Понравились мне бусинки. Вот такие колечки. Они неразъемные. Сейчас раскрою. Вот такие кольца. Рисунок идет под бамбуковые палочки. И 5 штук всего лишь в комплекте. 16 миллиметров само колечко. И были, по-моему, и под серебро. И 20 миллиметров были. Я думаю, что для сережек очень будет классно смотреться, соединять элементы и бусинки, и шведзу. Я именно для сережек и брала. Хороший размер для серьги. Такое красивое кольцо. Понравились они мне. Но так мало. Очень жаль. Так, следующее. Что у нас еще под золото? Соединительные колечки. Маленькие выбрала. 3,5 миллиметра. 100 штук идет в комплекте.
Ну, давайте раскрою. Какие-нибудь мелкие детальки соединить, где маленькое отверстие, очень даже хорошо. И я вот смотрю, пробую, что руками даже я не могу их соединить, так как они очень плотные, хоть они и тонкие, здесь только инструмент поможет. Хорошие, всегда нужны. Так, следующее. Тоже колечки, только под серебро. 20 штук идет в пакетике. Вот такой рисунок здесь, выбитые как точечки. Колечки 16 миллиметров. Здесь есть два отверстия, которые можно прикрепить. Тоже для сережек я их брала. Они двухсторонние и гладенькие на торце. Очень аккуратные, нигде нет никаких надсечек. Вот такие аккуратненькие колечки. И были, и, по-моему, тоже в золоте. Как всегда, у них бывает и в серебре, и в золоте товар. Но выбрала под серебро, так как у меня мало таких колечек соединительных под серебро. И хорошего качества. И пусеты. 10 штук идет в комплекте, уже с заглушкой. Очень удобно. 5 пар будет сережек. Здесь петелька есть сзади, которая раскрывается. Вот такое круглая форма, немного выпуклая. И были в золоте такие серьги, пусеты. 15 миллиметров. Интересные, да? Вот, пожалуйста, прикрепляем вот такое колечко. Бусинку, что-нибудь еще можно прикрепить. Или цепочку взять, нержавеющую сталь. И уже можно серьги сделать. Любые. Я думаю, будет вести себя хорошо, не темнеть. Я уже не первый раз покупаю, и хорошо ведут себя и пусеты, и цепочки все хорошего качества. Вот такой был сегодня интересный обзор магазина из нержавеющей стали. И сейчас покажу бусинки. Вот такие бусинки интересные у меня сегодня. Это ракушка. Написано было серый цвет, но здесь присутствует такой более теплый тон. Мало серого, бежево-розовый такой. Понравился мне и цвет, и бусинки. Бусинки 9 миллиметров, 39 сантиметров ниточка. Есть, конечно, и неровности, но на это я закрываю глаза, так как бусинки хорошего качества в основном. Вот одна идет не посередине отверстия, а вот в основном, посмотрите, они все ровненькие. Одна толще, одна тоньше есть, по толщине разные. Ну и, конечно же, я буду брать фрагментами, не полностью нить использовать в украшении. Такой приятный цвет. Можно прекрасные летние украшения сделать. Еще выбрала вот такой цвет. Посмотрите. Ой, как мне цвет понравился вообще. Конечно, на камеру он более синий, а в жизни он более такой бирюзовый. Здесь немножко, мне кажется, поменьше бусинки диаметром. 8 миллиметров, здесь 9, вот немножко отличается. Такая же ниточка, 39 сантиметров. Вот такие красивые цвета. Видно, что это ракушка, это натуральный материал тоже. Летние украшения будут замечательные. И еще вот такую ниточку взяла, тоже хорошо подходит по цвету. Здесь уже такие цилиндрики, но они все
как вы видите, такие кривенькие, потому что отверстие просверлено неровно. Идут все на бок. Но все равно я их буду применять, если их ставить через какие-нибудь бусинки разделительные. И тогда не будет видно, что бусинка неровно просверлена, она будет все равно стоять одна ровно. Я уже просто пробовала делать так. Ну, а есть где вообще скошено отверстие. С одной стороны вот так идет, а с другой стороны на другую. Можно и такую бусинку где-то пришить вышивку, кулона, брошки. Интересный цвет такой яркий, но все равно найду применение. И вот такой цвет тоже яркий, такой фуксия цвет, но здесь уже маленькие бусинки 6-7 миллиметров. Тоже есть неровности. Ну, как я сказала, буду применять бусинки не полностью, а фрагментами. Вот, например, взять вот столько бусин, можно и побольше, и ставить большие бусинки между ними. Цвета все яркие, такие выбрала. Летние, скоро лето, хочется уже переодеться в летнюю одежду. Вот такие бусинки здесь, как видите, маленькая ниточка. Ниточка 20 сантиметров, но написано, что 50 бусин на ниточке. Не знаю, я не считала. Это бронзит бусинки. Вот такие чипсы плоские. Так как у меня есть бусинки круглые из такого камня, я решила вот такие взять в украшении. Думаю, будет красиво смотреться, сочетать разные формы бусин. Вот одна толстая, другая тоненькая. А так качество меня порадовало. Неплохие. Ну, я думаю, будет в украшении с круглыми бусинками. Обязательно сделаем вместе. И вот такие бусинки. Я в восторге, конечно, от вот этих бусин. Выбрала я одну ниточку, и было два размера таких бусин. Я выбрала поменьше. Посмотрите, какие бусинки. Интересные капельки. И вот так у них расположено отверстие. Сбоку идет. И когда они мне пришли, я просто в них влюбилась. Думаю, покупала же на пробу посмотреть, как они выглядят. Но теперь, конечно, я заказала еще таких бусин, так как мне понравилось, и у меня сразу столько в голове украшений появилось, как можно применить их. Посмотрите, какие красивые. Как смотрится. Даже вот просто такую нить сделать, уже красиво будут смотреться. Даже можно ничего не добавлять, да? Вот такую ниточку надеть, уже красиво. У меня есть бусинки вот такого, по-моему, 16 миллиметров диаметр. И можно между ними поставить и фурнитуру красивую где-нибудь. Тоже так можно. Вот такие красивые. Прям влюбилась я в эти бусинки. Ну, красота. Напишите, понравились вам или нет. Мне так они понравились. Такие приятные. Они не колятся. И цвет, посмотрите, у них немножко различается по цвету. А здесь у меня бочонки. Они немного посветлее по цвету. 10 на 16 миллиметров бочонки. Были, по-моему, других размеров. И на ниточке сейчас я скажу. 27 бусин я посчитала. Вот такие интересные бочоночки. Красивые, скажите же. Турквенит. И вот немного они отличаются по цвету. Но я вместе их, конечно, не буду сочетать, так как у меня есть, я как показала вам уже, вот такие круглые бусины. Они прям идеально подходят. И цвет один в один. Как же я влюбилась в эти бусинки. Напишите мне что-нибудь
Понравились вам или нет? Смотрите, как здорово смотрятся. Мне интересно ваше мнение тоже. Жду от вас комментариев. Вот такая у меня была сегодня распаковка интересная. Жду комментариев. Пишите. Будем общаться. Ну а если вам понравилось, поставьте мне пальчики. Мне будет очень приятно. Подписывайтесь на канал. Много интересного впереди у меня. Желаю всем мира, здоровья, благополучия вашим семьям. До скорых встреч, мои любимые. Пока.